ради меня пришел в лес жить. Юля, так а что сподвигло-то на строительство-то? Ну, люди привезли Лене, поставили палатку, печку. Надо же тоже как-то утепляться. Мы же все-таки неделю здесь ночуем, пока зарабатываем денежку. Продукты, фрукты, как говорится. Слушай, а ты в тот вечер, когда пришла с работы, да? Я вот с Сашей снимал, ну, в том видеоролике, это все понятно. Он уже рассказал. Вы пока спали, честно скажу. Этот самый. Вот ты пришла, увидела вот это строение вообще, да? Какие у тебя в голове появились мысли? Ну, правда, вот сразу ты приходишь, такая, бац, ну, прикинь, утром ушла, ничего ж не было, правильно? Но Вечером пришла, что это? я у Ленки спрашиваю, возле нас кто-то построился? За день. Какая-то бомжара к нам прибилась. Но. Ну все, потом посмотрели, Что тебе Ленка? А что тебе Ленка рассказала? печечка стоит, все, нормуль. Саша только что, ну, порожек сделал, блин. Угу. Вот. Сегодня с Леной сходили на вал, вот. Маленькие пакетики сока по 200 грамм мы посливали в бутлики. Молодцы. Картошечку прикупили, лучка. Слушай, да, короче, Саня, ты меня в какой-то момент дезинформировал. Нет. Да, ты сказал, что они по будках спят. И они же, правда, вот я к Лене пришел. А То есть, тебе получается, правду скажет? пока Саша спал. Или как это получается? Я что-то не пойму. А кто тебе правду скажет? Ладно. Потому что она обманщик. Это да, это есть. Чего? Саша, во-первых, и сам спал, не знал, Да. что мы ушли. А, кстати, дорогие подписчики, большое спасибо за гитару. О, За кремону, да. мы Пота- ее заценили. Потому что мой муж любит играть. Его еще в детстве маленького мама чпокнула в музыкальную школу. Да, Был мне боя- было 6 лет. Был баян больше, чем Саша. Его за баяном не было видно. Я играю на фортепиано, на баяне, на гитаре. Короче, на всем. Молодец. Он мне Кроме сделал заказ. скрипки. Говорит, Кроме найди скрипки. мне фортепиано. Я Я говорю, добро протяну, и будешь тут бла-бла-бла. Я продал! Фортепиано продал. Капец, короче. Трэш. Так, я у Что-то я всех еще. спрашивал, хочу у тебя. Расскажи мне немножко, что ты думаешь про Ленину будку. Вот вообще. Ну что, подрыхтуем, утеплим. И будет the best. Ну, я знаю, что я сделал. Надо, Чего? надо, ни одной не плохо. Лена! Знаешь, что, Витя, подумали? Ну вот, как новую буду построили. Мы сейчас... Подожди, Саша, стой, подожди. замолчи. А эту будем сдавать квартирантам. А, старую Ленкину? Да. Так, ну, я вас только прошу, Ленку не обижать. Пускай живет человек. Лена! Тебя кто-нибудь обижает? Здрасте. Они меня наоборот А кто за нее кахают. переживает? Не, ну я понимаю, ну я так, в обиду не давайте. Не-не. А кто ее даст? Песенку спеть? Мы Руслана вчера Сейчас. выгнали. Я сколько по лесу хожу, в большинстве своем, мне кажется, тут все, кто А живут, ты сокола нашего снимал? ты знаешь, не хочу. Это жестокое обращение такое вообще прям. А это, кстати, собаки. Это собаки Да, загрызли. Саша мне уже говорил, но все равно так, как-то. Ну вот. Ну, да, Кофе, кофе. Так. Привет еще раз. Вот я купила чемоданчик на рыбалку. На зимнюю. С мужем пойдем на рыбалку. Только у меня нету спиннинга. Спиннинг есть один. Да удочка маленькая. Да, спиннинг. что ты вообще такое говоришь? Я не понимаю, Саша. На Она рыбалку. хочет на рыбалку. На зимнюю рыбалку. Чемодан для зимней рыбалки. Шашлык есть, все есть. Да. Слушай, у многих подписчиков на самом деле вот лагерь, да, он делится
на два типа людей, которые тебя смотрят. Это которые... Которые меня любят и которые не любят. Абсолютно верно. Абсолютно верно. И вот очень интересная тема. Так, гитарист готов. Лена готова. Готово. Лена, Я Кофе всегда готов. куплю. Жанна, спасибо, я кофе пью. Так, Вот. Витя, тебе подожди, тоже подожди, кофе Юля, я предложить. понял немножко формат нам с тобой общения. Мне кофе сделали? Слушайте, ну спасибо вот тебе большое. стоит уже. Вот, в этой. В этой Вот. всё. Красивая кружка. Вижу, Да. вижу, Да. спасибо. О, так я ж с нее тогда и пил. Это Да. теперь за мной закрепили кружку? Да. Спасибо, друзья. Это моя кружка, Лена, личная. Можно я свожу Юлю к тебе в... Саша, ты не против? Я свожу твою Юлю к Лене в домик. Сводите. Как, ну, это шутка, конечно. Просто пообщаться. Потому что с ней, когда наедине общаешься, это другой человек, правда. Она... Так. Актриса. Так. Пошли. Юля, пойдем. Поперли. Держи. Потому что подписчиков очень много, вопросов интересных. И как бы это деликатные моменты. Давай, Согласна? поперли. Поперли. Там уже тепленько, печечка горит. Заходи. О, так, сейчас я двери закрою. Слушай, ну и тепленько, и классно, правда? Да. Ну вообще классно, на самом деле. Согласна? Вообще шикардос. Слушай, да, облагородим. Согласен. Утеплим. Не, ну конечно. У нас теперь даже вот, если Лена будет разрешать, в зимний период будет вот место для интервью, для разговоров о жизни, Ну, тогда. по душам, в тепле, хорошо. Нам еще, ну, вот, эти дырки позашивать. Саша тут немножко зашил. Ну, молодец, что он вообще сразу взялся ей помочь, ее немножко доделать. Вот это Это- молодец, большой. Да, я видел, я снимал, мы с Ленкой снимали все, в принципе, показали. Вот. Ну, а ты сама вот как тебе? Прикольно. Чего? Двери есть. Нам надо тоже дверь, ну, найти. Саша был дверь нашел, регуляторы сперли. Слушай, я сейчас немножко эту лампу куда-нибудь дену. Чик, вот так поставим. Вот Ну. мне что эта лампочка нравится, что Саша нашел. Угу. Ну, Она не это, аккумулятор так и не душит. а, пауэрбанк? Ну, Ну да. Слушай, нам была Шедловская подарила большой, Мгм. убивала моментально. ну понятно, чем больше, тем оно быстрее и А высаживает. это Света много. Слушай, вот мы с тобой как-то тогда, вот я тебя одну тогда, когда поймала, вот по душам ты немножко рассказывала про свою жизнь. Не против, если мы на эту тему Ну. побеседуем? давай. Потому что вот Саша на гитаре играет, Мгм. я слышу. Это самое... Уже У брын-брын. людей на самом деле очень много вопросов. Таких вот, допустим, вот ты тогда ушла от этого, От футболиста своего. я даже видео назвал «Футболист-садист». Ну, правда. Ну, а прав я был или нет? В коем-то разе, да. Ему, когда, вот, Витя, ему плохо, ничего у него нету, как говорится, ни гроша, блин, за душой, тогда Юлечка, любимая родная, кормилица моя, мой бухгалтер. А когда только зальет, морду набьет, выгонит среди ночи, иди куда хочешь. Правда, некий садист. Слушай, ну не знаю. Хотя, вот мне в комментариях писали истории, на самом деле, о том, где мужики бьют жен очень-очень много. Ну, правда, в мире, ну, так Ну, вот, так это жестокость, да. И женщины уходили, и многие пишут, я вот там ушла на улицу, у меня там столько детей, встала на ноги, оправилась, там что-то сделала. Кто-то сильный, кто-то слабый, у кого-то получается, у кого-то нет. Слава богу, что взяла в руки и ушла, как говорится. Ведь в одну прекрасную пьянку в таких вот побоях Мог он бы бы и мог, прибить. да, и закончить твою жизнь, да, по факту. Поэтому слава богу, что вообще собралась, сосредоточилась, хотя бы так и ушла. Ну, сейчас раздеваться не буду. Мы еще жили с ним Не надо. на сельхозпоселке. Он мне вторкнул нож Да. блядь, в лопатку. Ты рассказывал тогда. Слушай, а вот правда, вот тут в лесу ты тогда со свалкой познакомилась, ты рассказала, что ты попала на сутки, да? Да, И ты вот первый раз познакомилась со свалкой, в принципе, да? но Познакомилась с Сашей. Но что у тебя тогда в голове? Ты как думала про свалку? Что вот это место, где можно там заработать деньги? Или это место,
куда надо идти жить? Ну, хотя я думаю... Нет, я думала, что ну вот суток освобожусь и приеду, буду зарабатывать деньги. Мгм. Но ты уже понимала, что вы с Сашей как-то сходитесь? Нет, я еще Сашу еще тогда не знала. Мгм. Я еще, ну, со своим футболистом жила. Я его взяла за шкирки. Говорю, поехали на Селицкого, ну, в Мгм. офис. Оформился по договору подряда. Приехали сюда работать. Мгм. Все, я тогда ПЭТ собирала, а Леша собирал тару, ну, Мгм. стекло. Все нормально вроде. Полноценная работа, короче. Да. Полноценная работа. За день там как-то получалось за день, за неделю, за месяц? Или там раз в месяц деньги приводили? Как зарплату? Раз в неделю Леше на карточку перечисляли Мгм. деньги. И, короче, ты от него ушла, ты твердо знала, что вот на свалке точно можно пойти. А он тебя не пытался найти, когда ты ушла? Потом? Искал тебя? Звонил. А да. просто звонил, но не... он же понимал, где ты. И приезжал. Приезжал? Да. А ты уже тут была, в лесу? Или еще нет? Я Скиталась? у прапора Мгм. тогда с Ксюхой жила. Он когда приезжал, он тебя находил здесь? Да. Он приезжал. Умолял или бил? Поехали домой, поехали домой. Мгм. Я все куплю, что надо. Поехали домой. Я говорю, извини, дорогой, наездилась. Прошла любовь, завяли помидоры. Да. Он же у меня вот как пигментные пятна Мгм. тут на щеке. Он же взял мне кружку с кофе, ну, горячий был, блин, выбил, обжег. Пипец. Мне волосы все прилипало, мне щека была обожженная и шея. Страшно. Такое вот насилие, на самом деле, это очень страшно. Ну вот. Если вот сейчас смотрят видеоролик, да, с женщиной, которая, наверное, подвергаются вот такому вот насилию, ну вот, бытовому, домашнему, не знаю, как это назвать, что бы ты им хотела пожелать? Вот этим вот женщинам, которые вот сейчас сидят с синяками где-то там, колотятся в комнате, возможно, плачут, возможно, иногда смотрят. Бежать, куда глаза глядят. Смотри, а вот ты убежала на свалку, а не было у тебя таких вот мыслей, вот на свалке какие-то эти домики, тебя это уже, в принципе, устраивало, это было лучше той жизни, в которой ты жила? Не думала, вот, допустим, а можно же пойти в какое-нибудь общежитие, уборщице комнату дадут, там, ну, как-то вот чуть-чуть поменять? Не Или дают. как не дают? Витя, я работала в ЖЭСе, Мгм. я писала, ну, заявление, ну, там пишешь заявление, якобы у кого нету жилья, на общежитие, на социальное жилье. Сколько я не писала, я проработала в ЖЭСе 5 или 6 лет, уже точно не помню. Никто ничего не дал. А на сегодняшний день у тебя какая-то где-то прописка есть, или можно сказать, что ты Нету. уже, извини за выражение, Нету. бомж? Всё? Бомж. 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 Ты, то есть человек, ты вообще без прописки? Я делала прописку на Вапшасов, но это временная прописка на год делается. Собираешь бумажки, что тебе некуда прописаться, что у тебя нету где жить. Как меня государство выписало, выписать с решением суда неизвестно куда. Так бывает. Это было, сейчас тебе скажу, 2002 год, 5 марта. И моей маме покойной еще, блин, царство небесное, выписали штраф $365. Ого. Обалдеть. Вот так вот. И все, и в никуда. И вот я на Вапшасова прописывалась, чтобы, ну, как дети маленькие, я, как считалась, мать-одиночка. И с первым мужем еще жила, блин, с Димкой. Прописывалась туда и прописывала своих детей. Чтобы мне получать пособие, Мгм. чтобы, ну, там, памперсы, ну, раньше до года давали, блин, памперсы бесплатно, я ездила, ну, это, детское питание, это выдавали, и То есть я так вот слушаю и понимаю, что какой-то период жизни был, что ты была такая очень
как бы самостоятельно и туда ездила, и делала. Шевелилась, одним словом. Ты не сидела? Я добивалась всего. Я грызла землю зубами. Что потом случилось? В какой-то же момент перестала грызть. Ну вот с первым мужем Пустились разошлись. руки. Потом, ну, начудила. Меня посадили. Вот что. И вот первый муж мой, Дмитрий, нашел себе другую супругу. Я освободилась, познакомилась с Лешей, со своим футболистом. Подожди, минутку. Вот, познакомилась с Лешей, с футболистом. Это 2012 год был. Все, вроде сразу добрый, ласковый был. Мгм. Как говорится, на руках носил, в жопу целовал. А потом немножко что-то испортился. Стал Когда, руки распускать. да, когда переехали... в лопатку он мне ножом заехал. Это мы еще на поселке жили. А на Ангарской его комнату сдавали. Мгм. Потом переехали туда, он мне там и челюсть сломал. Жестко. У меня вторая голова, как говорится, выросла. Ты помнишь момент, когда детей забирали? Да. Ну, опека же не раз приходила, наверное, и не два, но там были какие-то прям М. разборы, я так понимаю. У меня Ладно, давай. У меня Артема забрали в Копольском районе. Он жил с моей мамой Мгм. и с отчимом. А, как ты я его- рассказывал, когда ну, отчима не стало. Или как? Как-то так? Мама сначала умерла, Ага. и мне позвонили органы опеки. Типа, вы приедете ребенка забирать. А мне футболист сказал, а куда ты его будешь забирать? Типа, что у него маленькая комната. М. У него комната меньше, чем эта хата. Ну, я понял, в общем, третий лишний. Типа, это не мой ребенок, блядь. Я плакала, блин. А что я сделаю? Куда я его заберу? Я в жесть тогда работала, что я в бытовку заберу или в подвал. Ну, Куда мне ребенка было забрать? Он побыл в детском доме с неделю где-то. И потом его приемная семья к себе взяла. Мне с приемной семьи звонил. слушай, как бы грустно и тяжело не было. Но ты вот рада, что так сложилось? Ну, вот в тех обстоятельствах. Ну, Для твоих детей. За них ты рада, за детей. очень рада. Очень рада. Ребенок хоть получил образование, отслужил армию. Он у меня сейчас кинолог. Ну, видишь. Он, ну, по контракту, походу, Мгм. работает. То есть, Я заходила в интернет, я смотрела. Можешь посмотреть сам. ну, то есть для него С тогда, собачками, с овчарками. для него тогда это был Конечно. лучший исход. Конечно. Но тебе было, А что б наверное, я очень ему тяжело. дала? А что б я ему дала? В подвал бы я бы забрала. Что сделаешь? А как сейчас тут в лесу? Вот, наверное, конечно, глупо спрашивать, все ли тебя устраивает, но в принципе, я не думаю, что, наверное, ты уже задумываешься менять образ жизни. Ну, вот так вот в кайф живется вообще. Ну, честно, так, не кривя душой. Тяжеловато, конечно, ничего не скажешь. Ну а что, выживать-то как-то надо. Нет, ну по факту вот многие люди пишут в комментариях, что можно одномоментно вот поменять образ жизни. Можно взять Сашу, тебя поехать в колхоз, пойти работать, грубо говоря, дояркой, там дадут дом. Ну, вроде как бы можно что-то сделать. Но вопрос, нужно ли это для тебя вообще или в принципе устраивает? По мне лучше, как говорится, я лучше здесь сама от себя завишу. Никому ничем не обязана. Что заработала, то мое. Принесли вон с Ленкой сегодня материала. Завтра принесем. Послезавтра принесем. Пока морозы не настали. Обшить, утеплить. А помнишь, Юля, сколько за прошлый год, реально вот я как-то так задумался, сколько здесь умерло людей? Вот помнишь ты? Да, много. Много.
Ну, правда, тот год какой-то, правда, был очень много. Так и в этом году. Очень. Не берет страх. Хотя я прекрасно понимаю, что мы все там будем, рано Потому или что, поздно. знаешь, начнем с того, что они, ну вот, поставили, как говорится, собачью будку, Мгм. накрылись целлофаном, в обуви спят, ноги отмораживают. Так а что вы хотели? Люди, блядь, дорогие. Вы возьмите, натягайте материал. Даже вот эти, блядь, сраные поддоны, как-то утеплитесь и разувайтесь. Ну, хотя бы следите сами за собой. Но, конечно, они в обуви спят, ноги эти отмораживают. Одному ногу отрезали, второму ногу отрезали. Страшно. А когда узнаешь, что вот кто-то вот там умер, да, ну не буду брать, вот в этот день вот ты узнаешь, тебе когда-нибудь в голове ну, какие-то мысли посещают, ну так вот страх какой-то вызывает это немножко. Нет, Нет? нет. Не боишься за это? Потому что я даже носки снимаю. Молодец. Я не могу в носках спать, потому что у меня ноги тогда крутят. У тебя Такое впечатление, что кто-то сидит и их выкручивает. свои принципы, скажем так. Сны снятся, Ну, конечно, снятся. что хорошо. Вот помнишь какой-нибудь сон? Недавнешний, А, может быть. сегодня снила свою мамку покойную, Царство Небесное, что спустилась в наш погреб. У нас еще, когда на сне дом был. Мгм. И клубничная компот пила. Ты любишь клубничный компот? Да. Класс. Тортик клубничный, кстати. Да? Да, Да, супер. реально. Как я угадала. Меня мамка всегда закатывала. У нас, ну вот, в огороде, не помню, сколько яблонь было уже. Сок яблочный делали, Мгм. компот яблочный. И мама, когда еще Артемкой была беременна в 2002 году, меня мама заставила огурцы садить. Столько огурцов было. О, Класс. она накормила полцены. Теплые приятные воспоминания. Да. Скажи, да, теплые приятные такие воспоминания. Слушай, бывает такое, вот Саша уйдет на работу, там Лены нету, вот одна лежишь, в буде бывает, вот чтобы одна оставалась ты. Тут Да, было. мечтаешь. Ну, о чем ты же думаешь? Вот мечты, может, какие-то закрадываются. Не, я интересные. выхожу. Вы где? Вы где, поросята? Хорошо. А ну если нет, вот бывает, что где-то вот, ну вот, иногда ляжешь и помечтаешь. Такое у тебя было? Или уже давно не мечтаешь? Да почему нет? Да. Мечтаешь денег километр найти, купить дом. И у меня мечта вокруг дома не огород, ничего, а цветов насадить. Я люблю цветы. Яркие такие у тебя и воспоминания, и мечты, это приятно. Дай бог, чтобы Да. нашла ты километр денег, и мечты твои сбылись. Скажи, хотел просто спросить уже так вот, подытожить. Я вот слышу, ну, у тебя дикция такая, немножко прерывистые слова. Это у тебя всегда так было с рождения, или это из-за того, что челюсть была сломана? Ну вот. Ну, Возможно. есть такое вот, ну, да? Ну. Ты же обращала внимание, правда? Ну, это так всегда было или... Нет. Нет, это после тяжелых травм. Походу, да. Слушай, меня все, вот тоже еще есть вопрос такой, я бы, может, уже и закончил видео, но у меня у самого как картинки вот всплывают вопросы, даже они не относятся ни к комментариям, ни к чему. И вот этот футболист, да, ну, М. футболист-садист, так сказать, ну, правда садист, ну, как-то я по-другому не знаю, у меня нету слов. И по голове бил. Ну, вот По всем бил. просто, ну, вот как можно, ну, эта женщина, ну, вот по голове. Ну, слушай, не боялся вот просто, ну, я не знаю. Потому что, вот, знаешь, Витя, у него вот, он нажрется, и у него, как у быка, блядь, глаза кровью наливаются, и ему по барабану. Куда он бьет, А что ты делала как не он так? бьет. Даже вот он пьяный, А его все не устраивало. Все.
Или это он так воспитывал, я просто не понимаю. Мало заработала. Когда, ну вот, я ж благодаря ему, блин, ребенка не забрала, обязано лицо. У меня высчитывали. А он мне, нет, ты в ЖЭС, блин, не пойдешь работать. Ты там копейки, блин, зарабатываешь, у тебя все высчитывают. Поехали, блин, на рынок, на Ждановича. Ну да, ты рассказывал. Да, я понимаю, я говорю, а ты понимаешь, Леша, блядь, что у меня один прогул, это у меня 15 суток. Мгм. Меня посадят. Я говорю, а 10 прогулов в течение 3 месяцев уголовное дело, я поеду на тюрьму. А ему по барабану. Пипец. Понимаешь? Вот она, Я, любовь, ну вот- вот она, на кулак намотана. 2 дня поработала на рынке. Я пошла за квартиру за 2 месяца. Оплатила. Он, зачем за 1 месяц заплати? На телефон ему положила, себе положила. Пожрать купила, блин. Холодильник, блин, затарила, блин. За 1 месяц заплати. Я говорю, слушай, мой дорогой, я говорю, я иду в ЖЭС обратно работать. Холодильник затарен, за квартиру заплачено. Отлаживали деньги. Все, он опять на стакане. Слушай, а сейчас Саша о тебе заботится? Да, Да? да. Балдеешь? А вот несмотря на то, что в лесу, вот оно такое, знаешь, с милым и рай в шалаше. Есть такое? Он ради меня пришел в лес жить. Я оставила Лешу, он оставил свою хату. Никому этого не понять, веришь? Вот, ну никому. И честно, как можно пойти жить в лес? Говорят, ради любимых много чего делают, но вот так вот просто. Ну, Витя, То мы, есть мы хотели... Странные вопросы в том, что не попытались снять комнату, квартиру, а вот так вот, в лес, и все. Ну, то есть это по факту кто-то скажет, да тут жизнь закончилась уже, все, это, ну, хуже условий не существует. Ну, правда, вот, ну, кто-то так скажет и Ну, напишет. тогда, на каждому самом деле, свое. да. А для вас вот это какое-то вот свое, все, вас там окружающий мир не беспокоит. Просто, ну, вот, Витя, снять комнату, да? Естественно, там хозяева. Делить одну ванну, делить один туалет, делить одну Ну, я кухню. понимаю, прекрасно понимаю. Много комментаторов пишут, что если бы ты была одинока, если бы ты читала комментарии, куда тебя приглашают жить и в Казахстан. Правда, да? Много, очень много. Где-то в глубинку России есть там одинокие, да, пусть Юля приезжает, вот такая, да, таких хватает, правда. Кто-то гадости, конечно, пишет, но много таких, Да, пускай которые, пишут. которые желают тебе добра, Юля, правда. Очень много Знаешь людей. что, Витя, как я говорю? Ну. Извините, подписчики, что с матом. Пока пиздят, значит, я живу. Пиздеть перестанут, значит, я сдохла. Жестко, конечно. Давай, наверное, будем заканчивать на этом трешняке. Вот понравилось тебе такие вот побеседовать, посидеть? Ну, Просто а вот почему посидеть бы нет? в тепле, вот, да, за Ну. жизнь. Классно, по-моему. Ну, Все, я тебе желаю найти километр денег к следующему моему приезду. все. Отсыпешь мне чуть-чуть, ладно? Посмотрим на твое дальнейшее поведение. Хорошо, все.